Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как победить хроническую усталость и вернуть себе силы, энергию и радость жизни? Попробуем найти ответы на этот вопрос с помощью Сохер Ракет, одного из ведущих врачей Великобритании со специализацией в интегративной медицине. В своей книге «Человек уставший» она предлагает сначала проанализировать текущее состояние читателя. И уже на основании этого анализа Сохер Ракет рекомендует определенные главы книги. В этом видео сосредоточимся на общих рекомендациях, которые касаются очищения организма, еды, физических нагрузок, стрессоустойчивости и сна. Начнем с очищения организма. Для победы над усталостью нужен хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, чтобы предоставлять жизненно важное питание и энергию нашему телу и мозгу. Плюс ко всему, пищеварительная система формирует иммунитет, поддерживает метаболическое очищение и восстановительные процессы в организме. Но каждый день мы подвергаемся воздействию химических веществ, от пестицидов, содержащихся в овощах и фруктах, до продуктов, используемых нами для уборки дома. Чтобы избавить организм от стойких органических загрязнителей, Сохер Ракет рекомендует есть богатые серой продукты, такие как чеснок, лук, брокколи, цветную и белокочанную капусту. Переход на фрукты и овощи и исключение из рациона полуфабрикатов – главный способ для снижения воздействия стойких органических загрязнителей. Если бы у Сохер Ракет была лишь одна рекомендация, то, по ее словам, эта рекомендация касалась бы избавления от сахарной зависимости. Чем же можно заменить сахар? Фруктами. Во-первых, сахар в яблоке не то же самое, что сахар в плитке шоколада. А во-вторых, яблоко содержит питательные вещества, клетчатку и обладает низким гликемическим индексом. А это значит, что его употребление в пищу не приведет к резкому повышению уровня сахара в крови. Что и как стоит употреблять в пищу, чтобы обеспечить бодрость? В части еды Сохер Ракет ссылается на Всемирную организацию здравоохранения, которая рекомендует употреблять 400 грамм фруктов и овощей 5 порциями в день с целью снижения риска появления серьезных проблем со здоровьем. Ешьте часто, но маленькими порциями, для борьбы с усталостью. Причем, если вы выпиваете 80 грамм свежевыжатого фруктового или овощного сока, можете вычесть эти порции из предписанных 5 своей ежедневной нормы. По возможности лучше покупать местные продукты, а фрукты и овощи супер- или гипермаркета тщательно мыть так, чтобы удалить с их поверхности не только загрязнения, но и химические вещества. Если вы выбираете диету, то для сохранения сил и энергии стоит воспользоваться диетой с низким гликемическим индексом. При проведении исследований такая диета обеспечила участникам необходимый баланс, помогала им снижать калории, правда не так много, как при низкоуглеводной диете, и не способствовала увеличению болезнетворных маркеров стресса в организме. Для бодрости и не только Сохер Ракет рекомендует употреблять не менее 1,5 литров чистой воды в день. Кожа – это последний орган, до которого доходит вода, потому что в списке приоритетов организма в плане увлажнения она стоит довольно низко по сравнению с мозгом и другими системами. Поэтому состояние кожи может сказать нам о достаточности или недостатке потребления воды. Небольшой офф-топ от доктора Ракет. Хотите избавиться от целлюлита – пейте больше воды. Если вы считаете, что обычная вода невкусная, кладите в нее для разнообразия кусочки свежего апельсина, лимона, лайма, арбуза или даже немного ягод. Какие физические нагрузки помогут победить хроническую усталость? Полезнее выполнять несложные упражнения 15-30 минут в день. Ходьба, йога и плавание – идеальные виды спорта в случае борьбы за энергию. Если вы новичок, для первых занятий хватит и 10 минут в день. А затем увеличивайте длительность упражнений на 5 минут каждую неделю. Очень много рекомендаций с рисунками и алгоритмами в книге «Человек уставший» Сохер Ракет посвятила йоге. Ведь этот вид спорта высвобождает энергию, зажатую в районе позвоночника. Найдите возможность прочитать главу о йоге и помните, тем, у кого нет времени на зарядку, рано или поздно придется выкроить время на болезни. Огромное количество энергии забирает у человека стресс. Что можно сделать, чтобы выйти из этого состояния? Для внесения определенности и обретения уверенности составьте список конкретных действий и обозначьте сроки. Вот что можно включить в этот список. Горячие ванны, массажи, чтение и медитация. Все эти способы просты, но эффективны. В книге «Человек уставший» автор приводит несколько вариантов медитации. Уделите время и главе, посвященной стрессоустойчивости. В качестве примера стоит упомянуть о следующем.
Во время чистки зубов сосредоточьтесь на некоторое время на самом процессе, на своих ощущениях и звуках вокруг вас. Эта техника называется психической вовлеченностью. Причем можно проделывать это всегда, когда вы занимаетесь какой-то повседневной рутинной деятельностью, от мытья посуды до принятия душа. Для победы над стрессом Сохер Ракет рекомендует использовать несколько дыхательных техник. Самой удобной лично мне показалось вот это. Делайте выдох более долгим, чем вдох. В идеале нужно 4 секунды вдыхать и 7 секунд выдыхать. Тренируйтесь по 5 минут в день перед сном или во время отдыха. Больше антистрессовых рекомендаций доктора Ракет вы можете найти в книге «Человек уставший». Прочитайте ее целиком. Сон управляет нашими внутренними биологическими часами организма. Поэтому для победы над хронической усталостью стоит обратить внимание на гигиену сна. Сохер Ракет рекомендует разные простые методы для хорошего засыпания. Например, выключать компьютер за час до сна. Наладить режим сна, то есть спать одинаковое количество часов, ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, в том числе в выходные. Сложно уснуть? Выпейте перед сном чашку ромашкового чая или накапайте немного лавандового масла на подушку. Это поможет вам расслабиться. Для хорошего сна важен магний, поэтому для улучшения качества сна можно в течение дня есть миндаль, богатый этим элементом. В книге «Человек уставший» автор приводит огромное количество полезных рекомендаций, и в это видео попали далеко не все. Например, в своей книге Сохер Ракет рассказывает о 3-недельной программе оздоровления с максимально конкретными рекомендациями вплоть до меню и рецептов блюд. Каждый из ингредиентов 3-недельной программы оздоровления автор уже внесла в список, поэтому вы сэкономите много времени на их выписывании в свой список покупок. Снижение веса не является основной целью этой программы, но во время ее прохождения пациенты Сохер Ракет всегда худеют. Основная цель – победить хроническую усталость и вернуть себе силы, энергию и радость жизни. Канал «Читаем для вас» однозначно рекомендует книгу «Человек уставший» к прочтению. Поддержите наш канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, поделитесь этим видео с близкими. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!